Хотел бы, к удивлению многих, сказать, что на самом деле я, наверное, соглашусь со многим из того, что сказал Алексей. Но, однако, есть, конечно, и вещи, с которыми согласиться очень трудно. Действительно, с момента манежных событий прошел уже почти год, но никаких вот принципиальных изменений мы не наблюдаем. Этой проблеме уделяется больше внимания, создаются какие-то новые институты, выделяются деньги на новые программы, но ничего принципиального, которое что-то такое, что внушало уверенность, что проблема будет решаться, мы не видим. Я хочу сказать, что действительно имеет место быть неадекватное поведение кавказской молодежи, вызывающее поведение, которое приезжает на обучение в большие города, но надо посмотреть и на ситуацию с другой стороны. Что видит приезжая молодежь, когда приезжает в эти города? Она видит, как себя ведет в первую очередь местная молодежь, которая тоже, скажем так, далека от идеала. Да? Очень часто мы наблюдаем девушки, идущие там с бутылками пива, курящие, полураздетые. Мы видим матерящихся парней около метро и так далее. Да? Во-вторых, приезжая в большие города, кавказская молодежь нуждается, естественно, в определенной адаптации и интеграции. И здесь необходимо с ними проводить системную работу. Даже не только с кавказской молодежью, со всей приезжей молодежью. И здесь также существует определенный пробел. Сталкиваясь с единичными фактами дискриминации, кавказская молодежь начинает замыкаться в своих узких национальных этнических сообществах, в них начинают бродить радикальные экстремистские настроения, и эти настроения и провоцируют вызывающее поведение. И именно вот это, насколько я понял, раздражает очень много местных, ну и всех остальных. Причина, как мне кажется, объективна, и если здесь подойти с умом, наладить системную работу по адаптации приезжей молодежи в больших городах, проблема вполне, как мне кажется, решаема. И это все в наших силах и в силах власти. А с другой стороны, я хочу сказать, что вот мы летом делали форум на Донбайе, куда пригласили представителей самых различных социальных слоев, в том числе представителей русских националистов, и Алексей там присутствовал. И мы поняли, что на самом деле у нас нет никаких принципиальных разногласий и противоречий, что все мы хотим жить в одной большой стране, хотим жить хорошо, все мы считаем, что действительно надо уважать права человека, что недопустимо как бы ущемление прав и интересов других людей, народов, там, наций. Необходимо уважительное отношение. Однако постоянно происходят конфликты. Вывод напрашивается один, что целенаправленно кто-то постоянно нас ссорит. Да? И здесь проводится системная работа, и мне кажется, очень существенная роль в этом принадлежит именно средствам массовой информации, которые очень часто неадекватно освещают события с участием тех или иных там людей, представителей разных национальностей. Им сразу придается национальная подоплека, сразу высвечивается в националистическом там, или в другом свете, создаются мифы, создаются стереотипы, причем как о кавказцев, так и о русских. И эти мифы и стереотипы не позволяют нам мирно жить, сосуществовать в одной стране. Тогда как наша история, наш опыт показывает, что народы в принципе уже веками, столетиями жили вместе мирно, и сегодня у нас начали происходить проблемы. Мне кажется, что сегодня как никогда необходима вот эта конструктивная площадка, где бы объединялись все здравомыслящие силы нашего общества, как русские националисты, так кавказцы, так и представители других национальных слоев и обществ. И мне кажется, что вот мы уже не первый раз собираемся на этой площадке, площадка «Многонациональная Россия». Такая площадка в принципе существует. И вы видите, что здесь участвуют и представители русских националистов, и причем представители других слоев нашего общества. Только объединившись вместе, мы сможем решить эту проблему. Только объединив наши усилия, осознав, дав правильную оценку происходящему, мы решим. И мне кажется, что мы уже сделали не один шаг в этом направлении и будем дальше работать в этом направлении. И проблемы, в принципе, все решаемые.